TiVo Stream 4К на канале Технозон с обзором. Слушайте, ребята, а пульт какой прикольный. Много кнопочек, голосовой поиск, он не шатается. Короче, ребят, на самом деле интересный девайс. Я на него взглянул, он у меня был давно, но я на него обратил внимание после того, как я делал обзор на Chromecast 2020. В принципе, после этого Chromecast у меня часто спрашивали про этот TiVo и подобные устройства. Людям очень нравятся стики, которые можно разместить сзади устройства, то есть, вернее, сзади телевизора. Вы подключаете его в HDMI, и все, и у вас есть вот такой вот стик, который там болтается и работает. Что у нас внутри? У нас AMLogic S905Y2 процессор, 4 ядра по 1,8 ГГц. При этом у нас здесь есть Mali G31 видеоускоритель, 2 гигабайта на 8, 2 на 8, да, 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, Wi-Fi 5 ГГц, который лупит там 260-270 мегабит, 2,4 ГГц, такие себе достаточно слабенькие, и вроде бы заявлена сертификация Dolby Vision, но не все так просто. На старте продаж все очень ждали этот TiVo, и оказалось, что Dolby Vision здесь работает в постоянном режиме. Отключить его можно через костыли, конечно, но это пока что не то. Здесь нет ни автофреймрейта, ни root прав, здесь Android TV 9 платформа, и вот казалось бы на этом все, но нет. Также по звуку у меня постоянно выдает Dolby Digital Plus на мой ресивер, и отключить это пока что я не могу, не хочет он отключаться, но при этом данный TiVo Stick достаточно интересен. Интересен он тем, что комьюнити работает, форум есть, и уже сейчас идут разговоры об исправлении прошивки, где будет автоматический Dolby Vision, где будет у нас включаться нормально звук, где будет автофреймрейт. Так что мы все-таки будем сегодня обозревать этот стик. Есть сертификация Netflix, есть Widevine L1 DRM, это значит, что на нем будут работать все стриминговые сервисы отлично, и там будет весь контент. В этом его плюс, это стриминговый стик. Отдельно можно рассматривать пульт, как отдельное вообще устройство. Почему? Потому что пульт мне очень сильно понравился. Если брать его по удобству, то вообще шикарнейший. Почему? Потому что в нем есть и цифровые кнопки для IPTV, зачастую их используют для набора каналов. Есть кнопка Netflix, а ведь здесь есть сертификация Netflix, есть голосовой поиск. Достаточно хорошие материалы, матовый пластик, кнопки TiVo, например, не подходят. Но главное, что вот в паре с этим TiVo Stream 4K можно этот пульт подвязать к вашему телевизору, к вашей музыкальной системе, вернее аудиосистеме в виде ресивера, либо в виде саундбара. И вы сможете им управлять этими дополнительными устройствами. Это удобно. За пульт здесь огромный зачет. Я рассчитывал, что я смогу через Type-C подключить, например, свой Bezos или Baseos, как он в простонародье называется, для того, чтобы, допустим, подключить к нему мышку. То есть я его подключил, мышь у меня не заработала. Как, в принципе, и мой SSD внешний жесткий диск. Может быть, он несовместим с этой приблудой. Возможно, что-то не так, возможно, другая заработает. Но я не рассматриваю данный стик как полноценный ТВ-бокс для проигрывания мультимедиа-контента жесткого диска. Нет, это стриминговый стик. Мы проиграли на нем YouTube 4К 60 FPS, мы поиграли на нем торренты 4К, и с этим он справляется действительно неплохо. Вот почему он мне интересен. И когда допилят прошивку, я считаю, что он будет достаточно крутым боксом. Если сравнивать его с Chromecast 2020, то я бы отдал предпочтение этому ТВ-боксу, потому что у Chromecast 2020 больше вопросов, чем ответов. Хорошо, ссылочка на сам TiVo лежит в описании под видео. Ссылочка на чат Telegram с TiVo тоже лежит в описании под видео. Можете там пообщаться с людьми, там люди вам больше про него расскажут, наверное, чем я покажу. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие самые интересные видосы. Распаковки как таковой не будет, там обыкновенная коробка, длинный кабель подключения микро-USB и обыкновенный блочок питания 5 вольт 2 ампера. И само собой пульт и TiVo Stick. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубульгум, поехали. Включив этот самый TiVo, мы понимаем, что у нас обыкновенный Android TV на базе платформы, вернее на базе Android 9. Мы видим все те же самые каналы, как мы видим. Здесь есть уже и Noom, и TorServe, и Megogo у меня включены. И это действительно стик для стриминга, для просмотров торрентов онлайн. Он очень даже неплох. Для начала я хочу посмотреть AIDA 64. Мы видим платформу 2 на 8, то есть во внутреннем хранилище 4260, то есть 4 гига, это после операционной системы установки всех приложений. Sai Robotics производитель,
2 гигабайта оперативной памяти. У нас здесь стоит ARM Cortex A53 по 1,8 ГГц 4 ядра. Это S905Y2 процессор. От AMLogic за отображение отвечает Mali G31. Сеть у нас подключена 5 ГГц, connection speed 866 мегабит. Посмотрим сейчас реальную скорость. Доступа к температуре, к сожалению, нет. Или к счастью, потому что, честно говоря, следить за ней устаю. Само по себе меню ничем примечательным не является. У нас есть настройки устройства. Если мы пойдем в обустройство, увидим, что это TiVo Stream 4K на версии Android 9. Есть Chromecast. Если мы зайдем в More, настроечки дополнительные, то мы увидим Display Screen Resolution. У нас есть поддержка Dolby Vision, но Dolby Vision на текущий момент необходимо отключать через специальные приложения, и по ссылочке в чате вы можете узнать, как это сделать. Но мы ждем обновления. Грандиозно, он поддерживает от 480p до 4K. У нас есть управление HDMI CIC, который работает. Вот вы знаете, больше ничего в меню нет. Вот такая вот лажа, вот на самом-то деле. То есть есть какие-то начальные настройки от TiVo, которые вы проходите при регистрации, при первичной. Плюс надо вводить еще и адрес американский. Но это уже все мелочи. Нас интересует, что он может делать как Smart TV Box. AMLogic, есть у нас кое-какие лицензии. Есть ClearK поддержка, Google Widevine L1 есть. Давайте смотрим L1. Есть Microsoft PlayReady DRM. Это значит, что он действительно создавался как операторский стик. Вот он у нас даже девайс, там девайс type, оператор TIE. И это действительно стриминговый стик. Я хочу сейчас подключить свою мышь через вот такой вот хаб. У него, дело в том, что есть Type-C, он показал. И мне очень интересно, заработает ли через Type-C там хаб. Я пробовал уже, хаб сам по себе работает, но не работает жесткий диск. Это факт. То есть, либо ему питания не хватает, нужен жесткий диск конкретно с внешним питанием. Хаб мы подключили. Хаб светится, но вставлена рапушка моя, но мышка не появилась. Это вот к сожалению. То есть как-то он неправильно интерпретирует, не определяет этот хаб USB Type-C. Ну, есть как есть. Показываем всю правду. Подключу сразу геймпад. Это мне позволит работать в режиме мышки. Добавить устройство. И плюс некоторые из подписчиков не простят, если я на нем не запущу какую-нибудь игру. Ну вот есть у меня такие фанаты в подписчиках, которые говорят, ну, ты не запустил игру даже на каком-нибудь левом устройстве. Спасибо вам за подъем настроения. Есть, определила мой геймсир. Через Bluetooth подключился наш геймпад. И мышка наша на самом по себе геймсире заработала. А для чего нам нужна мышь? Это все очень просто. Мы хотим проверить в спид-тест его реальную скорость сети. Стартуем на внутренних серверах нашего провайдера тест. Подключен он сейчас к AX3600. Показывает он в крайне неплохие результаты. Это 260 мегабит на загрузку, даже 265, но это хуже, чем, допустим, у того же Chromecast 2020. У того там за 300 мегабит лупит. 269 на 270, на 297. Это очень хорошие результаты. Давайте попробуем, как это все работает в 2,4 ГГц. Стартуем тот же самый тест на 2,4 ГГц. Получаем результаты, ну, немного выше среднего. То есть это около 50 мегабит на загрузку. Если быть точнее, то 43-47, это ну, колеблется, знаете, куда-то туда. 48 даже. Ну, 2,4 ГГц, что от него еще ожидать, кроме колебаний. 48, ну и что-то такое там в районе 30 на выгрузку. Советую его использовать на 30, вернее на 5 ГГц, и тогда вот будет вам счастье. В принципе, он на это и рассчитан. Ничего другого я от него как бы и не ожидаю. Печален тот факт, что здесь нет автофреймрейта, ни в каком его виде, пока что нет. Само собой, здесь нет root прав, здесь нет никаких вариантов поднять автофреймрейт, но над прошивкой работают, мы это тоже знаем. Слушайте, ну так как мы не можем подключить жесткий диск, что же нам еще остается тестировать? Мы с вами сейчас будем тестировать вот просто стриминговые сервисы, мы потестируем с вами IPTV, мы даже во что-то, возможно, поиграем и, конечно же, попробуем торренты онлайн. Начнем мы с мультимедиа оценки YouTube.
Здесь мы с вами запустим мой HDR ролик, который я сам снимал, и посмотрим, что же у нас выдает при проигрывании 4К 60 FPS в HDR. Само собой, 4К 60 FPS, по крайней мере здесь он сейчас выдает, что он воспроизводит в 709 профиле, цветовом пространстве вернее. И это VP9 протокол, 4К 60 FPS, проигрывается он абсолютно без проблем. По YouTube он справляется более чем хорошо. Голосовой поиск. Самый лучший фильм. Голосовой поиск работает, как и на всех Android TV устройствах. Он осуществляет поиск во всех приложениях, которые поддерживают этот самый голосовой поиск. Вот мы видим, что появился в HD видеобоксе, в Nume, в Smart YouTube Next Beta. То есть у нас с этим тоже вопросов не возникло. Большое количество кнопок, которые здесь есть, ну, для чего они могут использоваться? Они могут использоваться для каких-то типа стриминговых сервисов. Мы можем запустить отсюда Netflix. У нас есть кнопка Netflix. Вот он запустился. Выбираем мой аккаунт и попробуем проиграть какой-нибудь фильм. Как вы понимаете, что Netflix здесь работает абсолютно отлично. Мы попробуем. Есть Dolby Digital лицензия у данного Tiva стика. И Netflix Dolby Digital пошел вообще без нареканий с моей стороны. Попробуем перемотать куда-нибудь подальше. То есть данных сетевых возможностей для стриминга вообще более чем достаточно. Не знаю, что могло бы, допустим, помешать использовать его как стрим-стик. Давайте попробуем Омега ТВ. Это IPTV телевидение, оно региональное, оно в Украине работает. Кстати, промокод на Омега ТВ в 100 гривен вы можете найти под видео, в описании под видео. А это промокод называется Технозон. Вы просто вводите на Омега ТВ UA промокод Технозон и получаете 100 гривен плюс 30 гривен за регистрацию и можете наслаждаться некоторое время качественным телевидением. Слушайте, ну отлично, как бы HD каналы работают, тут тоже все достаточно хорошо выглядит, поэтому я думаю, что... кстати, у нас здесь есть еще и архив в этом Омега ТВ, пробуем. На такой скорости я не думал, что возникнут какие-то сложности при проигрывании HD телевидения в 1080p. Выходим. Ну, слушайте, достаточно приятный стик. Если бы не те мелкие недочеты, о которых мы говорили ранее, то был бы вообще идеальный. Тот же самый Megugo. Проверим какие-нибудь каналы на нем. Тоже запускаем HD каналы. Это полноценный стрим-стик. То есть вот по-другому его назвать нельзя. Можем запустить фильмы. Для стриминга это даже, я считаю, что это, знаете, как называется? Это такой оверстик. Это вот он значит, что... Давайте мы чуть-чуть перемотаем. Это значит, что данный стик имеет сверхмощности для выполнения тех задач, которые для него поставлены. То есть для такого стриминга, в принципе, обыкновенного стриминга, хватило бы 905X процессора. Но 905Y2 достаточно мощный процессор без LAN модуля. То есть вы не можете здесь подключить через кабель интернет. Но, допустим, IPTV, YouTube, там какой-нибудь Megugo вы можете смотреть абсолютно без ограничений. Как в принципе, наверное, и торренты. Давайте пробовать с вами торренты. Очень плохо, что нет автофреймрейта. Вот прям вот жалко-жалко. Почему? Потому что если бы я имел... Вот я использую Google Chromecast 2020. Я хотел бы, допустим, чтобы он был с автофреймрейтом. Он, к сожалению, без AFR. И имел вот такой вот пульт какой-то Tiva. Но, к сожалению, у этих лицензионных стиков какая-то тенденция достаточно странная. Это брать и урезать такие функции, как тот же самый автофреймрейт, который, в принципе, на телевизорах с уплавнялкой как бы и не особо нужен. Хотя я считаю по-другому. Наверное, следует по этому поводу выпустить видео. Ну, давайте 4К торрент выберем. Пошел набор пиров. Давайте, ну, это 10-гигабайтный торрент. Мы сейчас, наверное, попробуем еще больше торрент проиграть. Ах ты ж, неудобно. Через Vimeo Media Player торрент начал проигрываться практически мгновенно. То есть мы можем даже попробовать его перемотать. Давайте куда-нибудь там на 21 минуту. И торрент, сейчас он перемотался, он чуть-чуть буфернул после перемотки. И, кстати, вот знаете, что напрягает? Он постоянно в Dolby Digital. Вот это вот плохо. То есть если его нельзя отключить. Его нельзя отключить, он везде, где бы ни был, выдает Dolby Digital Plus, формат звука на мой ресивер, и вот это вот напрягает. Запустим торрент потяжелее. Ну вот, в принципе, Мстители финал. Выбираем торренты и выберем какой-нибудь торрент поинтересней. Например, вот есть у нас на 31
гигабайт, запускаем 30-гигабайтный торрент, и такой стик тоже его потянет без проблем, я в этом более чем уверен. Та-дам! И проигрывается. Проигрывается неплохо, проигрывается, не могу ничего сказать, температуру мы не можем замерить, мы не можем с вами ничего. То есть стик достаточно закрытая платформа получился на Android TV 9, ни температуры, ни автофреймрейта, ни выбора звука, ни отключения Dolby Vision. Поэтому тут больше вопросов, чем ответов. Но данный стик мне очень сильно нравится, с сертификацией Netflix, да еще и можно поиграть в какие-то незатейливые казуальные игры. Потому что если брать тест производительности, допустим, тот же самый 3D Mark, то по результатам он набирает больше, чем S905X3. А это значит, что здесь оптимизировано программное обеспечение, оптимизирована прошивка именно для производительности данного стика, и он не тротлит. То есть в Ice Storm Extreme 5927 баллов, покажите мне, допустим, китайский ширпотреб, который набирает столько же баллов. Ну и примерно в Ice Storm Unlimited он набрал столько же в OpenGL ES 2.0. Но в Extreme он набрал больше. Это действительно факт. Давайте попробуем вот совсем какие-то игры. Мы сейчас удалим простенькие игры. Поехали, поиграем, например, в Асфальт 8. Так, стартуем наш Асфальт 9, ой, Асфальт 8. И вы знаете, работает он крайне неплохо. Но так как мы температуру померить не можем, мы сейчас будем использовать с вами инфракрасный термометр iFeelGood и замеряем с вами поверхность. Как я предполагаю, не сделали вывод тепла на поверхность, и я думаю, что мы получим какой-то результат, правда, он очень будет далек от истинного результата. Поверхность приставки нагрелась до 39 градусов, ну, внутри это может быть 60-65 на радиаторе. Тут трудно вообще что-либо сказать, как он себя ведет с нагревом, вот очень трудно. Хорошо, выходим. Асфальт работает. Какие-нибудь казуальные игры типа Red Bull тоже работают, поэтому я уже готов пройти, прорезюмировать данный стик, насколько он нам интересен, насколько он заслуживает, либо не заслуживает нашего внимания. Переходим. Резюме. Вот такой вот TiVo стик мы пока что не рекомендуем до момента доделывания прошивки. Если выйдет прошивка, мы обязательно апдейтнем этот обзор. Мы расскажем, что данный TiVo стик, ура, получил апдейт. Там сейчас работает и автофреймрейт, и все что угодно. И вот в целом он неплох, но пока что есть моменты. Есть моменты, это не говнобокс, далеко не говнобокс. У него намного больше преимуществ, чем, допустим, у любого Китая ширпотреба. Но пока что мы воздержимся от его рекомендаций. Если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.